Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. И сегодня мы рассмотрим, как вязать лицевой ряд. Мы уже набрали с вами первый ряд на прошлом уроке. Можно посмотреть, будет вот здесь по подсказке, как его набирать. Урок доступный и очень подробный. Ниточку от клубка мы кладем на указательный палец. Кончик, ну и эту же нить мы берем в кулачок, чтобы они нам не мешались. Натягивать сильно не надо, но расслабленно тоже не держим. Берем на пальчик, кладем. Вот у нас две спицы. На одной находится вязание, на второй спице мы вяжем всегда. Первую, если это прямое вязание вот такое, мы всегда снимаем. То есть, не смотрите на эту спицу, это эксперимент. Не надо использовать спицы не по назначению. Снимаем первую петлю. Повторю. Лицевые петли. Покажу вам один из способов провязывания лицевой петли. Мы берем спицу, заводим ее внутрь, вот сюда. Подтянем поближе к кончику. И основную нить сквозь нее протягиваем. Давайте еще раз. Вот у нас основная нить рабочая. Мы заводим спицу в петлю вот сюда. То есть вот так это будет выглядеть. Хватаем вот эту вот ниточку и просто снимаем. Еще раз. Заводим в петлю. Вот ее даже видно сквозь нее. Можно даже так смотреть. То есть вы видите ниточку? Вы за нее проводите, и она уже сама влетает прям в петельку, которую нужно. Раз. Раз. И так до конца. Вот они у нас получаются все. Видите, галочки. Вот на петель. Это лицевая петля. Угу. Туда его протягиваем. Тоже старайтесь сильно не тянуть. То есть можно ближе к кончику держать нить и прям вот так снимать. Тогда будет чуть более туго вязание идти. И следующий ряд будет сложнее делать. А если, вот примерно на вот таком расстоянии, сантиметр, может быть, сколько, 1,5 сантиметра от краешка спицы, заводим, ничего не тянем, вот эту ниточку тоже сильно не зажимаем. Вот мы ее видим, еще раз. Вот она, мелькает в петельке. Хватаем ее. А хватаем ее как? Мы ее просто вот так делаем. И все, снимаем. Снимаем. А последнюю, вот мы довязали, осталась вот одна петля на спице. Мы перекидываем рабочую нить перед спицей. Вот так. Вот у нас получается. Внимательно смотрите. Заводим в петлю спицу, только не спереди, а от края. Повторю. Не буду уже показывать, куда именно надо спицу ткать. В петлю у нас вот она. Раз петля на спице, раз рабочая нить. Поднимаем, и рабочая нить оказывается под спицей. Опускаем.
Вот она уже вот она здесь. И вытягиваем. Все, мы снимаем. Мы просто продолжаем делать все то же самое. Мы связали ряд, а это мы связали, между прочим, ряд лицевых петель. Переворачиваем спицу и продолжаем делать все то же самое. Я, с вашего позволения, немножко ускорюсь, потому что я вам это то же самое показывала, ну, только что. Первое. Снимаем. И вяжем те же самые лицевые. Спереди заводим, подтягиваем, снимаем. Спереди заводим, подтягиваем, снимаем. Клубочек далеко, минуточку. Вот. Спереди заводим, подтягиваем, снимаем. Спереди заводим, подтягиваем, снимаем. Спереди заводим, подтягиваем, снимаем. И так далее. Вот осталось 3. Раз, значит, последняя, предпоследняя. Провязали. Вот они у нас, те же галочки появились. Только уже на обратной стороне. Первый ряд, вот у нас второй ряд. И вот эти вот полосочками можно так считать, удобно будет. То есть первый ряд галочка, второй ряд полосочка. Раз, два. Два ряда провязали. Последний. Ну и для шарфика вот этим конкретным узором там много, ну, количество рядов связанных считать не обязательно, потому что вы можете связать любой длинный шарф, пока он вам не понравится. Вот последняя петля остается на спице. Мы рабочую нить кладем сверху, из-за нее, то есть под, вводим спицу и вот так вот вытягиваем. Вот 2 ряда мы связали. И так можно продолжать дальше до любой длины, которую вы хотите. Получится какой-нибудь небольшой или широкий, может быть, шарфик. Может быть, вы хотите шарфик пошире, подлиннее. То есть все зависит от вашей фантазии. Пряжу можно брать любого, размер, ширина, состав. Ну, состав это тоже от сезона зависит. То есть более натуральные какие-то, там, шерсть любого животного, которое вы найдете в смесовке с каким-то, ну, смеси с чем-то можно брать. Можно просто на ощупь пряжу выбирать. Если это какой-то декоративный шарфик, если это какая-то, ну, платочек, можно ставить квадрат же, и как подставочку под горячий можно ставить еще там хлопковую, или из... Все зависит от вашей фантазии. Сейчас покажу вам, как выглядит полностью полотно из лицевых рядов, то есть поворотными рядами, только лицевыми. Получается узор, который называется платочная вязка. Из него можно ставить, к примеру, ну, шарфик на фото. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если вам видео понравилось. В комментариях пишите, что вы думаете или ваши вопросы. Постараюсь на них ответить.